Хочу показать сегодня вот такой узорчик, который подойдет для вязания самым-самым начинающим девочкам, кто только учится, кто научился вязать только лицевую петлю, ну, изнаночную. Там тут один ряд понадобится изнаночной петли, и все, только будет у нас лицевая петля. 3 лицевых, 1 петля снимается, не провязывая. Вот так вот вяжется весь узор и по изнанке, и по лицу. Узорчик очень такой объемный, мягкий получается, тянется хорошо. Он может подойти на детские вещи, какие-то мягенькие кофточки связать. Если взять нить потоньше и спицы потоньше, то он будет понежнее. И он очень такой объемный, теплый получается, классный. И с двух сторон он выглядит одинаково. То есть можно вообще вещь сделать даже двусторонней, для двустороннего ношения, потому что одинаково выглядит. То есть можно вязать шарфики, шапки, жилетки, кофты, кардиганы, что угодно. Вот очень классный узор, и вяжется очень легко и смотрится достойно, потому что такой объемный, красивая вязка. Вот, тянется вот так вот. Вот, очень так объемненько смотрится. Мне нравится красивый узор. Сейчас покажу, как его вязать. Для образца набираем 21 петлю. Свяжем сейчас образец и посмотрим, какой красивый узор у нас получится. Вот набор обычный. Вот мы провязали 21 петлю, набрали. Здесь у нас раппорт вязания будет 4 петли, и в конце 3 петельки, как чтобы была симметрия. Значит, последний у нас раппорт будет как бы незаконченный. Провязываем 3 изнаночные, 3 изнаночные и 1 лицевая. Так провязываем первый ряд до конца. Три изнаночные, 1 лицевая. Последние 3 изнаночные, 3 изнаночные, и вот последнюю петлю можно провязать как изнаночной, так и лицевой, а потом вот давайте сейчас я провяжу изнаночной. Обычно я вяжу последнюю петлю лицевой. И вот если вы провязали изнаночной, значит вы должны снимать, когда снимаете первую, не провязывая, нить должна быть за работой. Снимается за переднюю стенку, тогда у вас вот с этой стороны, с боковой, будет красивая косичка получаться. Снимаем первую петлю, не провязывая. Так, сняли первую петлю, не провязывая. Первые 3 петли лицевыми. 1, 2, 3. Следующая петля снимается, не провязывая. Нить перед работой, нить перед петлей. Так, да, понятно. Та, что была у нас лицевая, с этой стороны она изнаночная, мы ее не провязываем. Опять 3 лицевые и 1 не провязанная нить перед работой. Опять 3 лицевые, то есть вот они тут по рисунку так и идут. 3 лицевые, 1 петля идет изнаночная, и мы ее не провязываем, снимаем нить перед работой. И в конце у нас опять 3 лицевые. 1, 2, 3. Вот, а теперь я покажу последнюю петлю. Я провяжу лицевой, лицевая. И также, когда мы будем снимать, в этом случае у нас нить перед работой, рабочая нить, мы снимаем вот так. И тоже получается красивая косичка сбоку. Здесь сбоку будет красивая, аккуратная косичка без перемычек. Нить пошла вот так. Кто как привык. Кто-то привык изнаночной заканчивать ряд и снимать таким вот образом, как я первый раз показала. А кто-то привык вот так делать. Теперь у нас изнаночная сторона. Первую петлю провязываем 1 лицевая. Следующая петля не провязываем, снимаем нить перед работой.
и 3 лицевые. 1, 2, 3. 1 петля не провязанная, снимаем нить перед работой, 3 лицевые. Так провязываем до конца. Одну снимаем, 3 лицевые. Вот у нас тут была лицевая, снова она лицевой провязывается. И в конце одну снимаем, последнюю, лицевая, провязываю я лицевой последний ряд и разворачиваем работу. Первую петлю снимаем, не провязывая, и далее мы повторяем с первого ряда. 3 лицевые, 1, 2, 3 лицевая, одну петлю переносим, не провязывая, 3 лицевые, одну переносим, не провязывая. И так до конца. 3 лицевые, одну переносим, не провязывая. И последняя, одна не провязывается, переносим, 3 лицевые. Следующий ряд. Первую петлю снимаем, одна лицевая, одну петлю перенести, 3 лицевые, одну петлю снимаем, не провязывая, 3 лицевые, провязываем, не снимая, 3 лицевые. Одну снимаем, не провязывая, 3 лицевые, одну провязываем, не снимая, последняя петля лицевая, предпоследняя, а последнюю я провязываю лицевой, я так уже привыкла, и переворачиваем работу. Переворачиваем работу, снимаем первую петлю, не провязывая, для красивой кромочки, и начинаем как первый ряд. 3 лицевые, одну петлю снимаем, не провязывая, 3 лицевые. Значит, мы теперь вяжем, повторяя первый и второй ряд. 3 лицевые, одну снимаем, не провязывая, 3 лицевые, снимаем, не провязывая. И последние 3 лицевые, последняя петля лицевой, переворачиваем работу, первую петлю снимаем и вяжем как второй ряд. Первую петлю снимаем, не провязывая, 1 лицевая, одну петлю снимаем, 3 лицевые, 3 лицевые, одну петлю снимаем, не провязывая, 3 лицевые, одну снимаем, не провязывая. Этот узор очень хорошо подходит тем, кто только вот начал вязать, учиться. И очень удобно, что здесь используется вязание только лицевых петель. Ну, 3 лицевые и одну петлю не провязываем. И весь узор и с изнаночной, и с лицевой стороны состоит из лицевых петель. Вот, одна идет лицевая, которую мы все время снимаем, то с одной, то с другой стороны. А здесь идет как бы платочная вязка, то лицевая, то изнаночная. И получается вот такая вот объемная, красивая резинка. Эту резинку очень хорошо использовать на шапки, снуды, шарфы. Очень такая объемная. Вот, пряжа тут достаточно грубая, конечно, и спицы я использую толстые, и вот сама такая объемная получается вязка. Вот она такими вот, как бы видно, какая она объемная. И, ну, в общем, мне нравится. Красивая, интересная вязочка. Такая. На шарфике, на шапочке.
Ну и кофту можно такую же связать, жилет. Вот и с обратной стороны она точно так же смотрится. То есть она вот двусторонняя. Двусторонняя. Вот получается вот такой красивый объемный узорчик. Такая резиночка двусторонняя практически.